Асахи Куромини – типичный ученик второго курса старшей школы, любящий загадки и сплетни. Асахи заслужил прозвище «дырявая корзина», так как он болтун и, похоже, борется с трудностями в хранении секретов. Оправившись от жестокого горя, когда президент класса Нагиса Айзава отвергнула его, Асахи влюбляется в сдержанную, но превосходную Йоко Сирагами. Найдя ее снова, набравшись смелости, он решил признаться ей в своих чувствах, когда случайно увидел ее, когда она развернула за спиной большую пару крыльев. Оказывается, Йоко – современный вампир. Она объяснила ему свое трудное положение, что ей разрешено только пойти в школу при условии, что она скроет свою настоящую личность от всех остальных. Опасаясь, что Йоко перестанет приходить в школу, Асахи обещает хранить ее секрет. Они оба соглашаются, но оказывается, что Микан Акими, подруга детства Асахи и президент школьного газетного клуба, также шпионит за Асахи издалека. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Микан полна решимости узнать о важном признании Асахи, когда Асахи настаивает на том, что он решил пока просто дружить с Йоко. Все верят в эту историю, когда Асахи рассказывает о своем несколько тревожном прошлом, и чем ранее закончилось его признание в любви с Нагисой. Подружившись друг с другом, Йоко обедает с Асахи. Йоко находит себе слойки с кремом, которые Нагиса намеренно оставила на столе Асахи. Йоко была застигнута врасплох, когда откусила кусочек. Потому что они были слишком острыми, чтобы их можно было есть, она неосознанно раскрыла свои крылья, когда Нагиса вошла в комнату. К большому шоку Нагисы она тоже случайно раскрыла себя как крошечный инопланетянин, держащий крошечный лучевой пистолет. Поняв, что произошло, Нагиса гонится за Асахи с молотом стирания памяти, пытаясь стереть Асахи память о том, что только что произошло. Йоко вмешивается, чтобы спасти Асахи от Нагисы, и убеждает ее, что Асахи можно доверить их секрет. Хотя все трое решили сохранить секреты друг друга, у них могут возникнуть более серьезные проблемы. Как позже показано, Микан роется в поисках относительно небольшого подслушивающего устройства. Микан более чем когда-либо полна решимости раскрыть большую тайну Асахи. Однажды учитель попросил Асахи принести домашнее задание Йоко к ней домой, потому что она заболела. Микан использовала это как возможность последовать за Асахи, но Нагиса сделала так, чтобы Микан сбилась с его следа. Позже Нагиса звонит Асахи и сообщает, что она потеряла Микан, и, возможно, она уже на пути к дому Йоко. Затем Микан потеряла сознание, разбираясь с вещами Йоко. Она намерена добиться своего настолько, что угрожает Асахи обнародовать отредактированную фотографию Асахи и Йоко, где они сближаются друг с другом. Асахи умоляет Микан не делать этого, но Микан не слушает его. Он хитро соглашается с Микан опубликовать свои фотографии, чтобы положить конец всей этой охоте на ведьм. Позже дух в очках Микан предполагает, что Микан может испытывать чувства к Асахи, поэтому она доставляет ему много неприятностей, что Микан отрицает. Однажды Нагиса оказывается в необычной затруднительной ситуации и просит помощи у Асахи. Оказывается, в человеческом теле Нагисы разрядился аккумулятор, и ей по неосторожности пришлось переключиться на свою маленькую инопланетную форму. Она умоляет Асахи пробраться в ванную для девочек и вынести ее человеческое тело в кабинет. Йоко решает помочь Асахи с этой задачей. Держа ее безжизненное тело, они сталкиваются с Микан и Шимадой, которые видят Нагису в ее маленькой инопланетной форме. Асахи притворяется, что она игрушка, чтобы сбросить их, но замечает, что Нагиса больше не может сохранять самообладание, поэтому Асахи убегает с маленькой Нагисой. После того, как ему удалось ускользнуть от Микан и Шимады, Асахи и Нагиса прячутся в складском помещении спортзала, как вдруг Нагиса на мгновение вырастает до человеческих размеров. Асахи просит Нагису ударить его по лицу, чтобы он мог притвориться, что его нокаутировали, когда Нагиса неожиданно возвращается к своему нормальному размеру. После школы Асахи и Йоко удалось прояснить недоразумение с Микан и Шимадой. Когда Нагиса замечает, что солнечный свет заставляет кожу Йоко резко менять цвет, она решает помочь Йоко избежать их по дороге в школу и из школы. Асахи пытается прочитать обо всем, что касается вампиров, в надежде лучше узнать Йоко. По дороге в школу они встречают продавца, предлагающего чеснок и крест. Многое в форме популярной фантастики, а также чеснок и кресты в целом не действуют на вампиров. Йоко просто раздражается, когда видит кресты из-за вымышленных преданий, которые привели к стереотипному представлению о вампирах как о безмозглых зверях, а от чеснока слезятся глаза. И только когда они перешли мост, Йоко решает уйти вперед.
Асахи пришла в голову блестящая идея использовать вместо этого солнцезащитный крем, что сработало исключительно хорошо для Йоко. Видя, что Йоко теперь может ходить при дневном свете Асахи и Йоко решили вместе пойти в парк развлечений. Йоко пригласила Нагису, но она отказалась, так как думала, что это будет хорошая возможность для Йоко познакомиться с Асахи получше. Они пошли в будку с домом с привидениями, где Йоко сначала искренне испугалась, но разозлилась, когда увидела, что кто-то притворяется кровососущим вампиром. Между тем, отец Йоко скептически и подозрительно относится к Асахи. Он просит оборотня Сира Шишидо проверить Йоко и, если понадобится, вернуть ее домой, если ее секрет когда-нибудь раскроется. Сира Шишидо – друг детства Йоко, который также является оборотнем. Возвращаясь домой из парка развлечений Асахи, Йоко встречает Широ, который пытается напугать Асахи. Затем вдруг Широ превращается в сладострастную девушку по имени Шиха. Оказывается, Шишидо трансформируется в женщину, когда он видит луну, которая делит одно тело с Сиро. Трое продолжали идти к дому Йоко, в то время как Сиха начала флиртовать с Асахи, что вызвало ревность Йоко. Йоко добавила, что Шишидо может превратиться в Шиха и Сиро даже с изображением Луны. Чувствуя себя покинутой, Нагиса посещает дом Йоко только для того, чтобы найти Шиха сверху Асахи, и неправильно все понимает. Когда Нагиса вернулась, она увидела Широ на вершине Асахи. Йоко пытается прояснить недоразумение с Нагисой. На следующий день Шиха присоединилась к их классу. Студентка представилась извращенкой, что привело к еще большему недопониманию. Асахи становится объектом привязанности большинства девочек. Шиха видит в этом шанс сблизиться с Асахи и использует любую возможность пофлиртовать с ним, пока другие девушки завидуют. Однажды, увидев Шиха, он убегает от нее. Он сталкивается с Йоко, когда они внезапно встретили проходившую мимо крошечную девушку с рогами демона. Она представляется как Акане Камото, когда внезапно Акари, их классный руководитель, тащит Акане обратно в ее кабинет. Она позже показывает, что Акане – ее прапрабабушка и что она тысячелетний демон. Также благодаря ей другие монстры теперь могли ходить в школу как люди. Когда Акане пытается притвориться взрослой, она реагирует по-детски, особенно когда над ней насмехаются закусками. Акане и Йоко решили устроить соревнование на сцене, устроив конкурс красоты, чтобы определить, кто самый сексуальный. Асахи будет судьей. Акане и Йоко пытаются затмить друг друга в разных конкурсах, в том числе в сексуальных позах, в конкурсе купальников и конкурсе талантов и конкурсе косплея. Стоя в тупике, Йоко предлагает Акане съесть слойки с кремом, приготовленный микан. Беспощадная битва закончилась сильным взрывом в спортзале, который отбросил космический корабль Нагисы в другое место от мощного толчка. Однажды Асахи был вынужден повторно пойти на урок кулинарии, так как ранее он пропустил предыдущий. К его большому удивлению, позже к нему присоединяются Йоко, Нагиса и Шиха. Их кулинарная задача – приготовить карри, но ни одна из девочек не знает, как это сделать. Поскольку для девочек это было беспрецедентно, Нагиса взяла на себя инициативу и вместо приготовления карри испекла шоколадный торт, который по совпадению выбросили в окно, где его поймала Акане. Откусив небольшой кусочек, она становится одержима ими. Тем временем Микан решил воспользоваться этой возможностью, чтобы взять интервью у Акане, травя ее закусками. Акане удается убежать от Микан, но позже ее ловит Акари и тащит ее обратно в кабинет домоводства. На обратном пути Нагиса и Йоко успешно приготовили карри, но из-за своей конкурентной природы они добавили секретный ингредиент, в результате которого образовался отравляющий газ. Позже той же ночью Акане выламывает дверь Акари и требует еще шоколадных конфет, особенно те, что сделала Нагиса. Когда Акари отказывается, Акане угрожает послать астероид, чтобы уничтожить Землю. Опасаясь, что ее угрозы слишком реальны, Йоко, Нагиса и Шиха помогают воссоздать шоколадный торт, который они пекли раньше. Акари застала Акане врасплох и привязала ее к стулу. В отчаянной попытке съесть шоколад Нагисы, Акане создает своих клонов, чтобы захватить шоколад. Пока все пытались остановить Акане, товарищи Нагисы помогли остановить астероид, и он отклонился от Земли. Когда лето закончилось, Асахи набирается смелости пригласить Йоко в открытый бассейн. Йоко обеспокоена тем, что не умеет плавать. Асахи призывает Йоко использовать этот шанс, чтобы они оба научились плавать. К своему большому разочарованию, Йоко также пригласила Нагису и Шиха. Шиха вызвалась преподавать вместе с Нагисой в качестве ее ассистента. Из-за ее девиантного характера ее способ преподавания доставил Шимаде неприятности, и дошло даже до того, что Нагисе пришлось вырубить ее и продолжить занятия. Стиль преподавания Нагисы более строгий, гораздо ближе к милитаристскому подходу, при котором Асахи и Йоко чуть не утонули.
Микан также пришла со своими двумя младшими братьями, чтобы присоединиться к веселью. Когда бассейн закрылся, Асахи и Йока решили встретиться позже в школе, чтобы продолжить уроки плавания. Йока делится с Асахи тем, что она хочет научиться плавать, поскольку ее родители описали это как изменение жизни. Когда они задушевно беседуют об обучении плаванию, ситуация принимает неловкий характер, когда они оба впервые начинают обращаться друг к другу по имени. Двое краснеют от смущения, за ними тоже шпионит Акане. Акада, Сакурада и Симада – ближайшие друзья Асахи. И хотя они смеются над Асахи за неумение хранить тайну, они поддерживают его, когда того требует ситуация. Друзья Асахи приглашают его и Йока присоединиться к ним в ресторане-буфете. Йока поначалу колебалась, опасаясь, что ее секрет может быть раскрыт, если она подойдет к ним слишком близко. Асахи удалось убедить Йока присоединиться к ним, и все шло хорошо, пока они не поняли, что Микан работает официанткой в ресторане. Микан приносит Йока последнюю партию слоек с кремом. На следующий день Микан расстроена потерей очков, поэтому девочки решают помочь ей их найти. Оказывается, что Акане украла очки и создала огромный хаос, создав клонов в одинаковых очках. Пока группа изо всех сил пытается поймать каждого, Акари вмешивается, хватает настоящую Акане и тащит ее в свой офис для заслуженного наказания. Позже Нагиса узнает правду о Микан и очках, что в них находится бог удачи. К ее большому шоку она также узнает, что Фукунуками нравится жить, поскольку они переполнены прекрасными воспоминаниями из детства Микан. Также выяснилось, что он утверждает, что знает настоящую правду о Микан и о ее чувствах к Асахи, к большому возражению Микан. Она пытается несколько раз бросить очки, но ее останавливает Нагиса, которая призывает ее рассказать Асахи о своих истинных чувствах. Позже к ним присоединяются Асахи и Йока, и к несчастью очки носит Нагиса, где Фукунуками внезапно сказал: «Асахи, правда в том, что я влюблена в...» Все были шокированы, так как думали, что это Нагиса призналась Асахи в своих чувствах. Сейчас летний фестиваль, и Йока пригласила Асахи и Нагису присоединиться к группе, чтобы насладиться праздниками. Оказывается, это была всего лишь уловка Йока, чтобы заставить Асахи и Нагису провести время вместе на свидании во время фестиваля. Тем временем Йока и Сиха тайно следуют за Асахи и Нагисой на их свидании. Эти двое чувствовали себя неловко, поскольку их подставила Йока. Чтобы было менее неловко, Асахи приглашает Нагису в тир. Йока нервничает, когда она наблюдает, как они сближаются. В поисках Асахи и Нагисы Йока сталкивается с Микан с двумя ее младшими братьями и помогает ей искать их в толпе. Когда Йоко и Микан наконец находят их, оказывается, Нагиса случайно спотыкается и падает на Асахи. После вечера с Асахи наедине Нагиса понимает, что, возможно, у нее уже есть чувство к Асахи. Йока чувствует себя подавленной после инцидента на летнем фестивале между Асахи и Нагисой. Видя Асахи и Нагису вместе заставили Йока сомневаться в своих чувствах и в том, что она на самом деле чувствует к нему. Каждый раз, когда Асахи пытается приблизиться к Йоко, ей удается убежать от него, оставив его с большим количеством вопросов. Пока Асахи спрашивает других и просит помощи и о том, как подойти к Йоко, Сиха призывает Йоко быть более честной в своих чувствах к Асахи. Увидев, как растерялась Йока, Нагиса тоже размышляет о своих чувствах и понимает, что она должна извиниться перед Асахи и Йока. Нагиса сталкивается с Акане, которая рассказывает, что знает об истинных чувствах Нагисы и сильно желает, чтобы Йока ушла, чтобы она могла быть с Асахи навсегда. Нагиса отрицает утверждение Акане, когда Акари внезапно тащит Акане обратно в кабинет директора. Акане бросает фотографию, сделанную во время летнего фестиваля. Увидев картинку, Нагиса решает сохранить это в секрете, особенно когда Асахи и остальные сталкиваются с Нагисой. Микан также сталкивается с остальными, но находит подозрительным, когда Нагиса ведет себя странно в группе. Нагиса роняет картинку, которая приземляется на руки Асахи, и, собираясь посмотреть на нее, встревоженная Нагиса тычет мороженое в глаза Асахи. Решив сохранить это в секрете, Нагиса хватает фотографию и проглатывает ее. Тем временем, сбитый с толку, Асахи прижимает Нагису к стене и преграждает ей путь. Когда Йока видит Асахи и Нагису, она понимает, все не так и убегает. Йока вынуждена встретиться лицом к лицу с ее чувствами к Асахи, в то время как Асахи снится кошмар, что он больше не может оставаться друзьями с Йока. На следующий день Йока просит Асахи встретиться вечером на крыше, и Асахи наконец решает использовать этот шанс, чтобы признаться в своих чувствах к Йока. Нагиса подслушивает разговор, когда Микан вмешивается и рассказывает, что Асахи ранее тоже признался в своих чувствах, которые закончились горем. Раздираемая своими чувствами, Нагиса пришла к выводу, что ей нужно делать. На пути к крыше Нагиса преследует его и пытается остановить его.
Асахи удалось проскользнуть мимо Нагисы, и он сумел добраться до крыши, где его ждала Йоко. Прежде чем он смог поговорить с Йоко, ее забирает отец Йоко, который тоже оказывается вампиром. Увидев, как Йоко утаскивают Асахи, Нагиса и Шиха попросили Акари погнаться за ним в ее машине. Несмотря на свое намерение следовать за Йоко, Акари отказывается ехать быстрее, так как она не хочет повредить новую машину, которую она купила. Акане нокаутирует Акари и использует свою магию, чтобы контролировать транспортное средство. Им удалось добраться до дома Йоко, но Акане повредила новую машину Акари. Асахи, Нагиса и Шиха врываются в дом Йоко, где их поджидает отец Йоко Генджира. Генджира спрашивает Асахи о его отношениях с Йоко, когда Йоко прибывает, чтобы встретиться с группой. Они пытаются помочь ей сбежать, только чтобы понять, что ее отец привел ее домой только потому, что ее мать сейчас очень больна. Вот почему она хотела встретиться с Асахи той ночью, чтобы рассказать, что она поедет ненадолго домой, чтобы позаботиться о своей матери. Позже Генджира обнаруживает, что Асахи знает секрет Йоко и пристально преследует его. Асахи удается убежать и спрятаться в комнате Йоко, где они обсуждают события, произошедшие за последние пару дней. Будучи преисполненным решимости, Асахи решает образумить Генджира, и Нагиса также говорит, что она пришелец. Асахи делает Генджира предложение, в котором тот предлагает свои воспоминания о секрете Йоко будут стерты, если Генджира пообещает позволить Йоко продолжать ходить в школу. Генджира соглашается на предложение Асахи с одним изменением условия. Асахи должен стереть все его воспоминания о Йоко. Когда Асахи собирается стереть свои воспоминания, Нагиса и Йоко останавливают его. Йоко говорит и признается в своих чувствах к Асахи, когда Генджира внезапно теряет сознание. Оказывается, Генджира получил удар молотом Нагисы, когда Йоко бросилась остановить Асахи. Итак, когда кажется все улажено, Нагиса и Йоко понимают, как им было весело со своими друзьями. На следующее утро Акане и Акари забирают Асахи, Йоко, Нагису и Шиха. Генджира делает вид, что ему все равно, но бежит за Йоко, махая рукой на прощание. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.